Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео я покажу вам рецепт глазури или айсинга, который я использую. Это самый простой и быстрый рецепт айсинга на живом белке. Ставьте лайк, подписывайтесь, приятного просмотра! Для айсинга нам понадобится сахарная пудра, яичный белок и миксер. Отправляем оба ингредиента в миску и взбиваем миксером на средней скорости. Миксер можно использовать ручной или планетарный. Взбивать нужно будет примерно минут 5 до стойких пиков. Время взбивания зависит от количества ингредиентов. Одна порция, как на видео, 5 минут, 2 порции 10 минут и так далее. Очень важно не перевзбить глазурь. Средняя скорость миксера, не больше. Если сделаете чуть-чуть меньше, придется дольше взбивать. Если глазурь перевзбить, будет очень много пузырей, это испортит нам внешний вид пряников. Кто-то добавляет в глазурь крахмал. Я не добавляю, так как в пудре производственной уже есть доля крахмала, около 5%, если я не ошибаюсь, можно посмотреть на упаковке. Поэтому я считаю, что нет необходимости еще добавлять крахмал в наш айсинг. Итак, на видео видно, что глазурь густеет, становится плотнее. Я взбивала минуты 3 и видите, она уже почти готова. Пики уже есть, но они очень мягкие, а значит нужно продолжать взбивать еще минуту-две. Также некоторые добавляют лимонную кислоту или лимонный сок в качестве консерванта для глазури. Но в составе глазури сплошной сахар, который и так является очень хорошим консервантом. Считаю, нет необходимости добавлять лимонную кислоту. Спустя примерно 5 минут глазурь готова. На ней четко видны бороздки от венчиков, на венчиках видны устойчивые пики. Масса не должна получиться воздушной, она такая взбитая, тяжелая, крепкая. На больших скоростях ее можно легко перевзбить. Глазурь густая, очень плотная, видите, как на ложке лежит, даже стоит. Для хранения отправляю глазурь в контейнер, накрываю пищевой пленкой в контакт и в холодильник. Глазурь может храниться в холодильнике до 3 дней. Далее я покажу вам основные консистенции, которые я использую. Это базовая глазурь, которую мы замешали миксером. Обязательно ее перемешиваем перед использованием. Она станет немного мягче и податливее. Такую глазурь использую для рельефного покрытия пряников мастихином или спатулой. Например, под дерево, под штукатурку или шпаклевку. Также использую ее для работы с трафаретами, для каких-то объемных элементов, рельефных надписей. Далее окрасим глазурь. Красить ее нужно перед тем, как будем разводить водой, так как иногда, в зависимости от количества глазури, вода даже и не потребуется. Это отличная консистенция для контуров, для вышивки и кружев, для узоров и надписей. Водой разводим глазурь по чуть-чуть до нужной консистенции. Для этого ложку просто опускаем в воду и не зачерпывая воды, а только с той водой, которая осталась на ложке, размешиваем глазурь. Иногда этого вполне хватит, в зависимости от количества глазури. Получилась консистенция пайпинг. Глазурь стала очень эластичной, хорошо тянется, держит форму, не сливается воедино. Если провести ложкой бороздку, то она не пропадает, так и остается, но при этом глазурь можно будет разровнять корнетиком или шилом. Эта консистенция также подойдет для узоров и контуров, но лучше всего пайпинг подходит для объемной заливки, для объемных элементов наших пряников. Далее также по чуть-чуть водой размешиваем глазурь до более жидкого состояния. Как проверить, готова ли глазурь? Для этого нужно провести бороздку. Если она пропадает в течение 20-22 секунд, то глазурь готова. Такая глазурь легко разравнивается.
держит форму, не растекается в ложке, как видите. Она отлично подходит для бесконтурной заливки. На моих предыдущих видео я использовала именно такую глазурь. Следующая консистенция 15-секундная. Если провести бороздку и она пропадает в течение 15 секунд, то глазурь готова. Такой глазурью можно рисовать бесконтурно, особенно большие элементы, но рисунок будет менее объемный. Она жидкая, легко и просто разравнивается. Можно просто потрясти пряник и все. Она больше подходит для контурной заливки. И последняя консистенция совсем жидкая, 5-секундная. То есть бороздка пропадает быстро, в течение 5 секунд буквально. Такая глазурь используется для базовой заливки пряников для покрытия больших площадей. Для рисования глазурь отправляю в кондитерский мешок или корнетик. Окрашенную глазурь в корнетиках также можно хранить в холодильнике до 3 дней. Но перед применением ее обязательно нужно хорошо перемешать. Это 4 основные консистенции глазури, которые я использую. Есть еще глазурь для цветов, там другое соотношение белка и пудры. Соотношение я напишу под видео. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, впереди будет еще много интересного. Всего вам доброго!